Наш тортик будет вкусный. Хотелось бы все десерты. Это быстро. Греческий йогурт нашего, как называется? Привет! Рада приветствовать тебя на своем канале. Многие, я думаю, знают, что я безумная сладкоежка и просто обожаю сладкое, особенно на завтрак. Поэтому сегодня я расскажу о своем ПП-рецепте именно сладкого тортика, который точно никак не отразится на твоей фигуре. И также в конце видео тебя ждет сюрприз от меня. Я расскажу о своих супер ПП вкусняшках, самых-самых любимых и топовых. Обычно на завтрак я готовлю только сладкие рецепты, потому что терпеть не могу соленые завтраки. Без сладкого завтрака мой день просто не начнется. Поэтому у меня есть топчик моих любимых рецептов, одним из которых я сегодня с вами и поделюсь. В тортике, о котором я расскажу вам сегодня, будет всего лишь 150 калорий. Но здесь очень важно помнить о вашей дневной норме. То есть даже этим тортиком можно поправиться, если перебирать калории. Зато если вы, так же как и я, любите сладкое, этот тортик станет крутой альтернативой для вас. Одна из главных причин моей любви к этому десерту – это быстрота приготовления. На тортик у вас идет максимум 3 минуты. Итак, что же нам для него понадобится? Все очень просто. Сахарозаменитель, либо это может быть обычный сахар, который вы используете на ежедневной основе. Йогурт греческий, у меня 2%, но это может быть мягкий творог, пожирнее, обезжиренный. Но напоминаю, что обезжиренные продукты я не рекомендую употреблять. И простой обычный вафельный корж, он продается в любом магазине. Они есть разных размеров, какой вам больше нравится. Я больше люблю круглый. И еще один плюс этого тортика в том, что он безумно бюджетный. То есть этот вафельный корж стоит просто копейки в магазине. Греческий йогурт тоже дешевый, рублей 30-40 по акции вы можете его найти. И сахарозаменитель, я думаю, есть у каждого дома. Ну и купив этот вафельный корж, вы его можете использовать несколько раз, поскольку здесь 6 пластин, 6 тортиков из него может получиться. Если, конечно, вы не закосячите, как я первые разы. Утром, когда я опаздываю, этот тортик просто спасение. А чтобы вы понимали, опаздываю я всегда. Ну и для тех, кто смотрел мое первое видео, эта штучка должна быть кристально чистой. Первое, что мы делаем, это добавляем наш сахарозаменитель в йогурт, либо сахар. Что касается сахарозаменителя, обычно я добавляю 2 грамма. То есть здесь это 2 ложечки мерные. Кстати, для меня это удивительно, но греческий йогурт любят далеко не все. Например, моя мама, да и в целом многие мои родственники стараются избегать блюд с ним, но это моя любовь. Для приготовления я беру 1 лист вафельного коржа. Именно он будет основой для нашего тортика. Мы режем нашу основу на 4 части. За это я обожаю вот эти маленькие квадратики, потому что по ним очень удобно резать ровно. То есть мы разрезаем сначала пополам, потом еще раз пополам. И у нас получается 4 части. Именно так мы прорезаем напополам. Далее мы складываем и режем еще пополам. Ну и теперь все максимально просто. Наша задача промазать каждую нашу часть йогуртом. Старайтесь распределить йогурт на равные 4 части, чтобы на каждый наш коржик все промазалось. Также делайте это аккуратно. Нашу нижнюю часть я промазала и сверху кладу 2-й слой. Точно так же его промазываем. Вы можете даже не сомневаться, эта штучка просто идеально чистая. Вот таким вот получился наш торт.
Кстати, можно украсить всем, чем вы хотите. Это могут быть бананы, какие-нибудь ягодки, либо я часто использую различные сладкие сиропы. Я использую либо шоколадный сироп, либо пломбир, ванильный. То есть, как вам угодно, просто сверху промазываете, и получается еще слаще и вкусней. Это получается безумно вкусно. Вы можете либо, как я, съесть сразу, потому что вафелька хрустящая, это то, что я люблю. Либо кто-то любит, когда слои пропитаны, тогда можно поставить в холодильник и съесть, допустим, через несколько часов. Но я люблю, чтобы это прям хрустело. Ну что, теперь бонусная часть в конце, как я и обещала. Я расскажу про топ своих вкусняшек. Не удивляйтесь, таких коробок у меня дома больше 10. Я действительно сладкоежка и просто обожаю протеиновые вкусности. Как вы можете понять на видео, перепробовала я огромное количество разных протеиновых вкусняшек, но есть топчик, который вот прям самые-самые. Они, кстати, лежат у нас здесь. Сюда входят бомбаровские вкусняшки, Чиколаб, Фитнес-шок и Фиткит. Попробовав разные вкусы разных производителей, я все-таки нашла для себя своих любимчиков, поэтому сейчас вам о них расскажу. Итак, начну я с суфле. Это от Фиткит. Вкус кокос-ваниль и ваниль и груша. Это просто моя любовь. Из печенек самый мой топчик — это печенье от Бомбар, творожный кекс, и бисквитное печенье с начинкой внутри от Чиколаб. Ну и из топовых батончиков это Бомбар Дуо. Кстати, они не так давно вышли с печенькой. Действительно очень-очень вкусно, он двуслойный. Также от Чиколаб. Я обожаю с фисташковым йогуртом, но еще с криспи тоже очень-очень вкусно. И от Фитнес-шок. Он очень похож на сникерс, вот прям один в один. На самом деле, конечно же, это далеко не все. Попробовав разные, могу сказать, что есть еще очень много вкусняшек, разных новинок, которыми я поделюсь с вами в следующих видео. Поэтому, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ну а вам спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих видео.